Тайга не прощает ошибок, особенно зимой. Вся деревня Сосновка уже 3 суток не знала сна, искали 5-летнюю Машеньку. Она ушла за калитку вслед за щенком и исчезла в белой пелене. Охотники, опытные следопыты, уже прятали глаза от деда девочки, старого Игната, понимая, что при 30-градусном морозе шансов почти нет. Но вдруг старая лайка по кличке Тайга зашлась в истошном лая у подножия старого кедра, где под сугробом скрывался вход в огромную берлогу. Все замерли. В воздухе повис тяжелый запах зверя и едва слышный детский всхлип. Игнат чувствовал, как его сердце превращается в кусок льда. Он сам брал внучку в лес, учил ее не бояться тишины, и вот теперь тишина забирала ее навсегда. «Это я виноват, я не доглядел», — стучало в висках у старика. Эти 3 дня были для него вечностью. Ночью в лесу выли волки, их следы видели совсем рядом с деревней. Голодные хищники рыскали в поисках легкой добычи. А в лесу мороз, от которого лопаются стволы деревьев. Игнат сжимал ружье так, что побелели костяшки пальцев. Когда собака привела их к берлоге, в голове была только одна страшная мысль. Медведь нашел ее раньше нас. Игнат, оттолкнув остальных, первым полез в узкий лаз, готовый выстрелить в упор. Он ворвался в тесное, пахнущее хвоей и зверем пространство и замер. Ствол ружья дрогнул и опустился. В глубине берлоги, на подстилке из сухого мха, лежала огромная медведица. Но она не бросилась на человека. Она лишь тихо, предупреждающе зарычала, не двигаясь с места. Под ее мощной мохнатой лапой, как под теплым одеялом, спала Машенька. Девочка была жива и, казалось, даже не замерзла. Но самое страшное и удивительное ждало охотников у самого входа. Там лежал растерзанный медведицей матерый волк. Хищник пытался пробраться внутрь, чтобы добраться до ребенка, но хозяйка тайги встала на защиту маленького человека, приняв ее за своего медвежонка. Медведица грела девочку своим дыханием и телом все эти 3 ледяные ночи. Когда Машеньку осторожно вынесли на свет, она открыла глаза и, увидев деда, прошептала: «Дедушка, не бойся, меня большая собака грела. Она добрая, она мне ягодки из-под снега давала». Игнат, суровый таежник, видевший в своей жизни всякое, упал на колени перед входом в берлогу. Он не сделал ни одного выстрела. Он просто смотрел, как медведица медленно уходит вглубь леса, оставляя людей наедине с этим чудом. В тот день вся деревня поняла: иногда зверь оказывается милосерднее человека. Природа живет по своим законам, где выше голода и ярости стоит священный закон защиты жизни. Машенька поправилась быстро, но до конца жизни она помнила тепло той самой большой собаки, которая подарила ей 2-й день рождения в самом сердце ледяной тайги. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.